Ну что ж, друзья, всем здравствуйте еще раз. Это Леха. Отправляемся в Мальту. Вот там вот уже посадка, работяги все садятся. Так что погнали. Вся улица идет, получается, не проезжая, а из цветов, всяких гостиниц. Блин, офигенно. В каждой вот забегаловке, короче, сидят люди. То есть не как у нас, да, где-нибудь какие-нибудь, знаешь, бечевни по дворам. А, допустим, в любой абсолютно забегаловке, во дворах, еще где-то сидит прям целая компания людей. Это значит, что кухня везде, то есть на очень высоком уровне, и люди кушают. Ты выходишь из, получается, узких улочек, вот прям вот шаг делаешь, и ты попадаешь на огромную площадь. Это, ну, какой-то... Для меня это непривычно, это очень странно. Я так понимаю, пройдя еще немножко от собора, это что-то типа местного Арбата. Могу ошибаться, но это просто мои, ребят, первые впечатления. И вы знаете, здесь как-то все перемешано. То есть какая-то ярмарка рядом, какие-то магазины, Сваровски, вроде что-то брендовые, какие-то институты накиданы, музеи. И все это в одной куче. В принципе. Причем, если ты камеру повернешь вон туда, там уже помойки идут и все остальное. То есть город бесконечно реставрируют. Бесконечно. Вы зайдете в любой двор, в любую улицу, и вы увидите, что постоянно кто-то работает, что-то убирает, что-то делает. Потому что я так думаю, что уже от времени город постепенно рассыпается, потому что влажность просто дикая. Блядский Дед Мороз. Это не Дед Мороз, это Санта-Клаус. И это, блядь, Санта-Клаус. Это не Дед Мороз. Можно быкануть, подойти, в принципе, и спросить, ты Дед Мороз или Санта-Клаус? Вы кто такие? Ты, понимаешь, репит, Дед Мороз. Это Санта-Клаус. Дед Мороз. Санта-Клаус взял на прогиб, его пам, блядь, воткнул и все. Он говорит, все окей, Дед Мороз, ну окей, как бы нормально, ребят, сразу видно. Без акцента уже, да? Да. Он говорит, ну а что вы сразу не сказали, что Россия как бы, ну... Я сейчас реально доебусь, я сейчас скажу, ты Дед Мороз или че не Дед Мороз, ёпта. Не, ну серьезно, ну а что он? Ну, он какой-то не такой, он не как Дед Мороз. Он какой-то, блядь, не настоящий, он... Я осуждаю тебя сразу, тебе говорю, и он такой, и все вот эти не таких, мы всех одобряем, блядь. Это просто нереально. Контраст, я не знаю, тех, кого только можно. Арабы, турки, прибалты, испанцы, французы. Здесь, блядь, я не знаю, здесь перечислять можно просто бесконечно. Афроамериканцев, я не знаю, здесь, мне такое ощущение, блядь, они просто здесь как коренное население. Это их очень много, и все умудряются жить на одном маленьком, блядь, острове, ну там, да, грубо, который от угла до угла 2 часа проехать. И все живут в мире, и все друг другу улыбаются. Это просто нереальное что-то. Я не знаю, у меня нет слов. У нас здесь когнитивный резонанс возник. Я говорю, короче, как нормальный человек. Говорю, давайте обзор на Биг Мак из Бургер Кинга сделаем. Он мне говорит, пойдем в Макдональдс. Ну вот сразу видно, вот кто шарит в фирме, а кто не шарит, понимаешь? Эти ваши, блядь, Макдональдсы говной воняют, а в Бургер Кинге котлеточка, понимаешь, она сделана. Она обжарена, внимание, на углях. Я не знаю, где они угли там берут, но неважно. И, короче, вот это все, вот это вот запаковано во вкуснейшую булочку. Не вот этот ваш полуфабрикат. Смотри, люди засмотрелись, понимаешь, уже все идут, смотрят. Потому что король продаж здесь, ёпта. Так что мы сегодня зайдем обязательно в Бургер Кинг и испробуем местный вкуснейший Биг Мак и оценим, сколько он стоит. Special for my channel. I buy 11 еврос. Нормально? Нет, очень нормально. 11 еврос. Трипл, мать его, вопер. С бекон, с чиз, со всей прочей трихомудой. Сейчас будет тест. Калорий, наверное, блядь, миллион, ёпта, в одной этой упаковке. Не понял, а где крышка? А где труп? Значит так, компания Хардизора не рекомендует, блядь, Бургер Кинг в Мальте, потому что с трубочкой меня как минимум наебли. Я пошел за трубочкой. Пошел быкануть, як Конор. Как трубочка по-английски будет? Тьюб. Умные все стали. Where is the fucking tube? Значит так, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы находимся в прекрасном, самом лучшем заведении Мальты.
где готовят изумительную кухню, это, конечно же, Бургер Кинг. Нормально начал? Красиво? Надеюсь, они мне заплатят. Значит, по сравнению с вот этими вот, ну, не будем говорить фирмы конкурентов, вот с Макдональдсами, да, которые прыщи потом на роже блядь. Значит, Бургер Кинг славится тем, что у них все вот эти котлеточки, понимаете, это не какие-то полуфабрикаты, а это прям вот эти вот ягнята, вот эти ходят бедные, да, вот их вот раз, и прям вот раз, и все сюда, и все на огне, все вкусное, соус капает. Короче, сегодня обзор мальтийского такого еды, которая нам обошлась, не понял, 10-11 евро, короче, я ни хера не понимаю, потому что здесь все не как у людей, но окей, короче, в районе 11.55, вот мне написано. Значит так, дегустация Кока-Колы, это очень важно. Сразу говорю, не дали трубочку, это сразу минус балл, минус жизнь, минус все, блядь. Оказывается, трубочка на английском tube будет, меня тут умный подсказывает. Ясно, хуета, короче. Так, продолжаем. Вот сразу видно от неопытного человека, покажи, пожалуйста, берут чизбургер. Настоящий, просто опытные ребята, посмотри на это, посмотри, то есть анпакинг просто пошел. Просто посмотри, оно рассыпается, вываливается, понимаешь, потому что вот эти всякие вот ваши вот эти вот всякие вот Black Star бургеры, вот это вот. Посмотри на это шедевр. Бургер Кинг — моя жизнь. Значит, так, дегустируем, хватит смеяться. У нас тут серьезная передача. Боже, я в Мальту летел только ради этого. Мне вот этот вот киберспорт, вот это вот вся вот это прочее, вот эти вот достопримечательности, они мне в хуй не тарахтели. Самое главное это, ой, если бы я мог передать этот запах. Я тебе, значит, рассказываю, и ты меня знаешь. Значит, съев половиночку, у меня пошли черные круги в глазах. Это то ли от того, что я наелся, то ли, короче, от того, что я не знаю почему. Но вы знаете, я почувствовал, что меня любят сегодня. Биг Мак, спасибо тебе за такую прекрасную, вот, за все спасибо. За себя и за Сашку. Что за Сашкой? И еще раз всем здравствуйте, это уже следующий день. Кто-то меня спросит, а что ты здороваешься? А вот потому что уже следующий день путешествуем. Погода нам пока что позволяет, даже дождь он такой, знаете, он такой побрызгивает так слегка, так это моросит. И мы сейчас находимся в Мальте. Кто еще не знает, кто не помнит. В общем, я хрен знает, если честно, где мы сейчас конкретно находимся, но вид здесь просто потрясающий. Покажи, Егорка, прям вот начиная вот оттуда и кончая вот теми вот 3, мать его, подъездами. Что? Как можно сделать 3 подъезда в одном месте, я типа, ну не знаю. Как оказалось, ребят, будет отдельный видеоролик в «Планете Голливуд», мы об этом узнали. Здесь снималось огромное количество фильмов. Assassin's Creed, Джеймс Бонд, Крепкий орешек, там как он называется, Игра престолов. Короче, здесь просто нереальное количество всего снималось, так как архитектура здесь, она не то чтобы уникальная, она настолько необычная, что просто перекрывает все твое мировоззрение вообще о том, как можно строить. Потому что строить здесь просто вот так вот так вот, и вот так вот, и все. Посмотри, он лестница какая идет. Улочки все короткие, но при этом они очень уютные. Я бы не сказал, что здесь что-то на меня давит. И ты просто посмотри, какой потрясающий вид отсюда открывается. И там уже море. Смотри, какая красота. Как вы думаете, какой из всего списка я выберу чай? Господа анимешники, я с вами. Сейчас будем чай с синпаем. Наливают, они что-то красное наливают. Вот что это такое красное? Скажи, налей нам вот этого бульона, блядь. Это пунш, возможно. Это пунш, Что? да, и А что это горячий, пунш? горячий. Ну такой, он типа, как у нас вот варят, типа, такой вкусный. Я забыл, как называется на русском, ну вспомни. Ты варишь? Блин, кто варит, плюс они тебе. Танюха варит, кстати. Не, ну такое вот. Алло, это милиция? Танюха варит. Мы варим. Да. У меня в гаражах, значит, я тебе рассказываю. У меня в гаражах один деятель. Химик тоже варил. Это типа горячее вино. Давайте что. Короче, я тебе, значит, рассказываю. Сейчас хотели взять чай местный с синпаем. И нам, короче, какие-то 2 девочки с крашенными волосами сказали: no, don't buy your чай, buy пунш. Что такое пунш, я не знаю, но нам сказали, что это какое-то горячее вино, которое просто с копыт сразу тебя сносит. Я человек простой. Я приехал в Мальту, тут грех не попробовать, так что за себя и за Сашку, ребят. Так, пробуем. Желательно залпом. Можно кипяточек? Давай.
Вообще не берет. И упал. Кстати, это Слушай, очень оно- вкусно. Это реально вкусно. Это, блядь, это реально горячее вино. Да, и оно очень вкусное. Оно какое-то как с газиками. Друзья мои, кое-что заметим. На очень многих углах зданий, причем в центре, на окраинах, есть скульптуры святых. Я просто боюсь сказать, к какой это религии относится, но, наверное, вы напишите или просто погуглить нужно. Скульптуры примерно вот такие. Причем, что самое интересное, многие из них, очень многие из них, подписаны какими-то определенными табличками с датами. Их просто нереальное количество на Мальте. Вот если походить, обратите внимание, какие-то очень высоко висят, какие-то пониже. И почитайте, что здесь написано, кто знает язык. Я хотел зачитать, но я боюсь, что это будет несерьезно. Напишите, ребят, обязательно в комментариях, что вы думаете по этому и по какой причине такое количество, причем очень круто, качественно сделанных скульптур, которые, я считаю, довольно сложно сделать все-таки на углу здания. Поехали дальше. Я сейчас не знаю, что сказать. Мы совершенно случайно, реально, проходим по улице, я поднимаю глаза, и это, мать его, дом Корлеоне. Я так понимаю, это, наверное, музей. И, к сожалению, нам, наверное, туда не попасть, но через стекло мы можем увидеть, что там висят его портреты. Хотя, может быть, это и кафе, посвященное этому человеку. Друзья мои, у каждого человека в жизни есть мечта. Кто-то хочет полететь на Луну, кто-то хочет Памелу Андерсон или там еще кого-нибудь. У меня в 32 года есть одна мечта, которая очень скоро сбудется. Я сделал свою студию, на которой сделал специальные полочки, в которые поставить хочу разные фигурки. Разных стран, разных игр. Короче, какую-то, знаете, смесь такую, чтобы ты смотрел на полку и говорил: я был здесь, я играл в это, я был там. Вы себе даже представить не можете. Мы сейчас проходили мимо, и вот просто мне на глаза попались вот эти фигурки. Меня аж трясти начало, понимаешь, насколько они круто сделаны. В самые древние времена здесь были вот эти рыцари, ордены разные, короче, мальтийские. И их здесь, понимаешь, их просто здесь нереальное количество. Причем совершенно разные рыцари. То есть, посмотри, что здесь творилось. Мальта, просто держу вас в курсе, перезахватывалась разными странами по нескольку раз. И здесь такая смесь культур, смесь наций и смесь вообще вот всего, чего только можно, это сразу видно в Мальте. Потому что здесь живут, я не могу сказать, кто есть коренное население, потому что здесь живут, по-моему, все, кто только можно. Это французы, испанцы, итальянцы, арабы, турки, мальтийцы, тут еще кто-то. Короче, здесь намешано просто все. Прибалтов, кстати, мы очень много встретили. Один даже с Македонии сказал: «Привет, братан!» Я ему сказал: «Хай», дал 10 евро. Пойдем. Друзья мои, мы попали с вами в одно прекрасное место. С виду выглядит как какой-то забегаловка, либо погребок, я не знаю, как хотите называйте. Но когда ты попадаешь внутрь, это музей, в котором также на входе есть ресторан. Я бы никогда в жизни не подумал, это какой-то, знаете, ну, обычная какая-то шаурмичная, вот так с виду. Но по факту, с виду, ребят, это простой вход совершенно, но когда мы попадаем сюда, я в шоке. Это место 1500 там каких-то годов. Это крепость, либо это бункер какой-то был, либо это где люди... Ну, судя по бойницам, скорее всего, это какое-то было все-таки место укрепления. Потому что мы находимся... Грубо говоря, мы находимся прямо в стене. То есть прям это в стене, это какие-то переходы, наверное, были. И мы обязательно сейчас пройдем после того, как продегустируем национальное блюдо. Это морепродукты, как вы видите. Здесь креветка, по-моему, мидии и еще что-то. Обязательно вам сейчас скажу, как это все вообще на вкус. Всем приятного аппетита и пойдем обязательно в музей. И внимание, здесь за музей платить не нужно. Если ты что-то заказал здесь, бокал вина, я не знаю, какую-то еду, то вход для тебя в музей бесплатный. Так что всем приятного аппетита. Погнали. Друзья мои, нам принесли национальное блюдо.
И мне что-то так подсказывает, что именно это блюдо будет нереально вкусным, нереально крутым. Если я не ошибаюсь, это кролик. Подача – это безумный, во-первых, запах. То есть аромат просто, ну, очень-очень вкусно пахнет. Тут чувствуется, что есть какой-то и соус. Чувствуется, короче, все в одном. По поводу морепродуктов, по поводу супа хочу сказать одно. Обычный суп, в котором там лангустин или креветка и несколько там каких-то мидий. Что-то хрустит на зубах, не рекомендую, короче. Ну так, вкусненько, но ничего необычного. Вот это будет круто. Еще раз всем приятного аппетита, и мы пошли дегустировать. Слушай, я не знаю, что это дает, причем я бы не сказал. Я бы не сказал, что это, ну, сильно реалистично как-то сделанные фигурки. Просто здесь какая-то атмосфера очень странная. Просто это максимально странно. Я испугалась посмотреть вот туда, и я испугалась. Друзья мои, только что побывали в музее. Это 2 небольших комнаты, в которых, короче, мне 32 года. Я первый раз в жизни почувствовал присутствие людей. Я не особо верю в мистику, но я думаю, все это почувствовали, все как можно быстрее вышли. Фигурки сделаны не особо реалистично, да, то есть там какая-то мимика, там черты лица или еще что-то, детали, может быть. Но такое ощущение, что они живые. Это очень странное ощущение. Это очень стрёмно. Это нереально Егор Крипова. И что еще хотел бы отметить в этом ресторане, за что огромный респект. Всегда уделяю этому время. Чему я всегда стараюсь уделить особое внимание, ребят, это тому, что я просто покажу, друзья мои, какая бы ни была сложная архитектура, но уважение к людям с ограниченными возможностями – это респект, это очень круто, и спасибо, что в Мальте уделяют этому особое внимание. Погнали дальше. Короче, сели на теплоход. Федор Шаляпин. Здесь, на самом деле, очень много русскоговорящих. Уж сразу слышен русский мат. Гордость сразу испытываю, знаешь, за родненьких. Вот, я чуть маленечко подустал после пироженки. Оно было великолепно. Я до сих пор о нем думаю. Я все сказал.